Все хорошо, люблю Москву, люблю, не могу, обожаю. Люблю свою родину, Россию. Но есть небольшие нюансики. Жил бы сейчас все там в Бурятии и не знал бы никаких проблем. Какая-то Москва. Тебе так часто говорят: вали к себе домой, а ты вроде находишься и так у себя дома, но тебе кажется подсознательно, что, возможно, твой дом в каком-то другом месте. Любой твой бытовой конфликт с другим человеком, он закончится на том, что тебе скажут: а вали-ка ты в свой Китай. Явно не в Москве родились, блядь. Китай, Япония, блядь. Китай. Да, приводите сюда. Это посмотри, дерзко. 2023 год оказался рекордным за последнее время по числу нападений на людей, чьи лица отличаются от славянских. В России живут представители десятков национальностей, многие из которых зачастую подвергаются дискриминации, особенно в западной части страны. Люди Байкала решили узнать, часто ли россияне с азиатской внешностью сталкиваются с расизмом, как их внешность влияет на повседневную жизнь и почему операции по изменению формы глаз стали в Бурятии самыми распространенными вмешательствами пластических хирургов. Это желание, оно было с того момента, когда столкнулся с какими-то вот такими первыми какими-то российскими моментами, что, да, действительно, оказывается, у меня глаза другие, и строение века несколько другое, и вообще в целом я не похож на человека европейской внешности. Проживаю себя там в Улан-Удэ, и такого акцента жесткого не было там. В принципе, ни жесткого, ни мягкого, никакого. Владимир переехал из Улан-Удэ в Москву в 2012 году. Но вместе с новыми возможностями здесь его встретили новые проблемы. Он регулярно начал сталкиваться с расизмом. Подсел ко мне какой-то пассажир и просто начал мне в ухо орать, что я чурка, что я узкоглазый, что мне нужно ехать к себе домой, но при этом куда домой он не уточнял. А люди сидели, смотрели, кто-то улыбался, и причем смотрели мне в глаза. Что же я буду делать? Там образовалась толкучка перед эскалатором, и я сначала думала, что мне кажется, что такое существо, что он меня пытается вытолкнуть, а потом я поняла, что он резко меня толкнул. И он мне сказал о том, что я, значит, обязана уступать русским дорогу, и, соответственно, я могу идти только за ним. Александра Гармажапова – журналистка и активистка. Для нее исследование проблем расизма в России – это не только профессиональный, но и личный вопрос. Она переехала из Бурятии в Петербург еще в 6 лет и всю жизнь сталкивалась с дискриминацией. Оба наших героя застали период расцвета неонацизма, который пришелся на 2000-е годы. Это был 2006 год. Ко мне подошел молодой человек. Он был в кепке, он был в маске. Он спросил, откуда я. Я сказал, что я из Улан-Удэ, но почему-то он сказал, что это Калмыкия, да. Вслед за ним его окружило порядка, наверное, 50, а может быть даже больше человек. Все они были также в кепках, их лица были закрыты масками. Он сказал: ладно, не трогаем его, он наш. Калмыкия входит в состав России. Я, конечно, испугался, это не то слово. Я думал, что меня просто сейчас выкинут на рельсы, и все, и до свидания. Были еще очень активные так называемые акции «Белый вагон», когда в вагон метро влетали неонацисты и избивали всех с неславянской внешностью. Об этом тоже, опять же, все знали. Это было 4 ноября, День народного единства, что иронично. В этот день тоже проходило очень много русских маршей, и тоже многие понимали, что, наверное, можно получить по лицу просто потому, что у тебя недостаточно широкий разрез глаз, да? По данным исследовательского центра «Сова», с 2007 года количество преступлений на национальной почве стабильно уменьшалось вплоть до 2022 года. Если в 2007 было зафиксировано 473 нападения, то в 2022 – 9. А так выглядит статистика по нападениям на людей с азиатской внешностью. В 90-е нулевые нападения из-за национальности чаще квалифицировались как хулиганство. В 10-х годах увеличилось число обвинительных приговоров за преступления на почве национальной ненависти, а осужденные стали получать большие реальные сроки.
Параллельно с этим в России развивался интернет, проходили международные олимпиады и чемпионаты. Все это влияло на снижение уровня ксенофобии в обществе. В 2023 году количество нападений на людей с неславянской внешностью снова выросло до 59. Больше всего преступлений произошло в Москве и Петербурге, а в Бурятии в 2023 году не было зарегистрировано ни одного такого случая. Мы спросили у жителей Улан-Удэ, сталкивались ли они с расизмом в своем регионе или в западной части страны. Национализма практически нет. Все зависит от данного человека, который как себя поведет. Я с расизмом не сталкивалась нигде. В Улан-Удэ не сталкивался. В западных регионах сталкивался. Да все обычно, бытовой национализм, там, расизм, наверное, даже. Я никогда не сталкивалась с признаками расизма ни в Москве, ни в Улан-Удэ. Такого у нас в городе нету, потому что многонациональная Бурятия. И, может, с друзьями чисто, с шутку, может, а так всерьез нет. В Улан-Удэ точно, думаю, нет. Ну, может, когда-то давным-давно, это было в Иркутске, я там училась. Но, опять-таки, это было не прямо, а как-то косвенно. И, возможно, мне даже показалось. Когда я училась, были очень часто нападения скинхедов. И если у тебя желтые, или светлые волосы, по крайней мере, сзади тебя никто не нападет. Вот такое там, такие разговоры были. Поэтому многие девчонки красили волосы такой светлый цвет. Чтобы быть более похожими на европейцев, люди с азиатской внешностью не только меняют цвет волос и используют косметику, но все чаще прибегают к пластической хирургии. По числу операций, меняющих форму глаз, Россия на 3-м месте в мире. В год здесь делают 92 тысячи таких операций. Больше только в Японии и Бразилии. В одном Улан-Удэ, столице Бурятии, с населением чуть больше 400 тысяч человек, такие вмешательства предлагают около десятка клиник. А еще существуют компании, организующие туры в пластические клиники Монголии. Что такое вообще Дабхаря? Дабхаря — это у нас верхнее веко. У кого-то есть оно, у кого-то нет его. В Туве, допустим, называют кадырышки, в Якутске би, а у нас Дабхаряшки. Произошло это 3 года назад. Я нашел врача, хирурга пластического. Исполнил свое яркое желание изменить разрез глаз, чтобы мой разрез он стал более похож на европейский, чтобы появилось европейское веко и чтобы стать красивее, если так возможно. Пластические хирурги скальпелем делают надрезы на верхних веках, срезают подкожный жир и сшивают кожу, чтобы получились складки, открывающие глаза. В некоторых клиниках пациентам лазером прожигают кожу на веках так, чтобы получились раны. Через несколько недель на месте повреждения образуются рубцы, и они стягивают веки, формируя складки. Была назначена операция, я приехал в клинику. Конечно же, у меня было волнение и были мысли, а не отменить ли операцию, а может быть, я и не так сильно хочу провести, точнее, изменить разрез глаз, а может быть, я поддаюсь какому-то влиянию. Это, естественно, травма у очень многих. Она все-таки присутствует. Если тебе с детства говорят, ты красивая, почти как русская. В Бурятии мы все-таки есть представленность, есть и баннеры рекламные, где буряты присутствуют. То вот, например, в Петербурге, мы живем вроде как в многонациональной стране, но я не видела практически нигде азиатов. Имеется в виду в медиа. Мне кажется, что если человек не видит себя, он, соответственно, не понимает, что он такой же классный, как и все. Есть объективные причины, когда веко нависло в силу возраста. Это одна история. А есть молодежь, которая делала, и она объясняла именно тем, что они с детства слышали, что хорошо иметь большие глаза. Узкие глаза иметь плохо. Мои глаза стали больше или меньше? Меньше-то, конечно, они не стали, но похожи они на европейские, славянские. Я ощущаю, что мои глаза стали больше, значительно больше, чем были. Ты не поверишь, но меня практически перестали останавливать в метро и проверять паспорт. В Москве постоянно так идешь и дайте, пожалуйста, документы. Когда устраивалась на работу, такое было. Было как-то странно. У нас, чтобы у нас в Улан-Удэ такое было. Но сейчас, по-моему, такого уже не так часто.
Ты заходишь на поисковые порталы HeadHunter или же job.ru, и среди критериев приоритет лицам славянской внешности. Я по образованию врач. Перед тем, как поехать, ты общаешься с потенциальным работодателем, называешь свою фамилию, имя, отчество, и ты приезжаешь на место, тебя осматривают с ног до головы и задают вопрос. Мы ничего не путаем, это точно вы? Поэтому я думаю, что это одна из причин, почему я не смог реализоваться в профессии врача. В России социальные лифты развиты плохо, и внешность часто рассматривается как потенциальный фактор карьерного роста. Об этом говорит медицинский антрополог Мария Вятчина. Также развивается и сама индустрия пластических операций. Совершенствуются технологии, снижаются цены, сокращается вероятность осложнений. Тем не менее, неправильно сделанная операция может привести к серьезным эстетическим или функциональным последствиям для глаз и к новым хирургическим вмешательствам. Допустим, если плохо обрабатывали, значит, будут шрамы. Процедура, она вообще не оставляет шрамов, но все равно зависит обработка от пациентов. Есть определенные нюансы, которые требуют повторного вмешательства. Веко сшили неправильно, есть определенный дискомфорт, который вот я получил после операции. Часто бывает исправление, когда, допустим, криво сделали, там сильные шрамы, да, удаляем нити другие, чужие. Многие люди пытаются изменить форму век самостоятельно. У себя дома острыми предметами они повреждают кожу век так, чтобы через некоторое время из ран образовались складки. Или же склеивают веки специальным клеем или липкими полосками. Несмотря на высокие риски, сильный дискомфорт и малую эффективность, эти практики популярны и до сих пор. Ну, давайте будем говорить прямо, какая фраза используется, узкоглазый. Как будто это плохо. Ну, то есть даже вот эти конфликты, которые я указала в публичных местах в Петербурге, те же как последний аргумент используют, что ты не русский. Как будто это какой-то недостаток. Хотя в чем здесь проблема? Ну, не русский, что дальше? Когда я в школе учился, в юности, почему-то в одно время захотелось русским стать. Хотя учился в Якутии. Не знаю, бзик какой-то, наверное, зашел. А уже когда служил офицером, то я был горд тем, что некоторые ребята так и звали. Витек, потомок Чингисхана. Конечно, думала, наверное, как и большинство девушек, наверное, хотят себя улучшить, но кардинально никакой операции я не делала, максимум макияж. Ну и также, конечно, походы к косметологу. В моей семье у всех есть добхаряшки, и так получилось, что у меня одной нет. И я всегда хотела, чтобы краситься красиво. Для меня добхаряшки это были вообще, не знаю, изюминка какая-то. Это, не знаю, красиво. И вот сделала, исполнила свою мечту. Человек хочет сделать операцию, ну, пожалуйста. Хочешь — делай, не хочешь — не делай. Но ты мне и так нравишься. Вот. Я не вижу смысла с точки зрения того, если тебе кажется некрасивой, ты хочешь сделать эту операцию, я тебя, не знаю, расстрою, но я скажу, что ты вполне себе красивая, и тебе не нужна эта операция. Но если душа у тебя просит, что я могу поделать? В общем-то, я не вправе вмешиваться в принятие тобой каких-либо решений. Естественная красота, да, это хорошо. Если без себя человек комфортно в этом теле чувствует, я считаю, что вообще ничего не надо делать. Люди должны, когда в зеркало смотрят, должны себя чувствовать комфортно в своем теле. Но я-то сейчас понимаю, что это была фатальная ошибка, и ничего не нужно было делать. Азиатский разрез глаз, он уникальный, он у всех разный. У кого-то есть эпикантус, у кого-то нет, у кого-то он более ярко выражен, у кого-то менее. Это так называемая идентичность национальная. Данный признак нужно нести гордо, и нужно гордиться, что ты не похож на всех остальных. Тебя в меньшем проценте, тебя в меньшем количестве. Гордись тем, что ты родился таким, ты уникален, и это очень красиво, не меньше, чем европейский глаз. Редакция «Людей Байкала» искренне надеется, что уровень ксенофобии в стране будет снижаться, а внешность разных народов России перестанет быть поводом для дискриминации.
Еще больше человеческих историй и фактов о пластических операциях вы сможете найти в тексте на нашем сайте. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Ссылки на них мы оставили под видео. Без вас мы бы не смогли подготовить этот материал. Любите, цените и берегите себя.